Привет, друзья! Добро пожаловать на мое новое видео. Мы путешествуем сегодня на Южном Урале. Посетим национальный парк Зюрат-Куль, дойдем до вершины Большой Уван, затем переместимся в национальный парк Таганай, дойдем до Круглицы, посмотрим на откликной гребень, насладимся красотами дикой природы, будем бороться со стихией, с дождем, с грязью. В общем, будет интересно. И завершим наше путешествие на озере Тургаяк. Поэтому присоединяйтесь, обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. И мы начинаем. Поехали! Мы, 4 взрослых и 3 детей, для начала держим путь в национальный парк Зюрат-Куль. Едем из Набережных Челнов. Это в Республике Татарстан. С пробками, остановками на туалет, заправку и обед нам потребуется 10 часов, всего 550 километров. Дорога до Уфы самая комфортная. На подъезде к Челябинской области из-за сложного рельефа, небольшого количества полос, часто только одна, грандиозного ремонта в районе города Сим, движение сильно затруднено. Мы едем до поселка под названием Сибирка. Как только съезжаем с трассы Урал, прощаемся с цивилизацией. Звоним родным, что доехали. Дальше связь только завтра на вершине. Регистрируемся в нацпарке Зюрат-Куль и оплачиваем 200 рублей за посещение. Все полезные ссылки будут под видео. Вот в таком домике нам предстоит ночевать 2 ночи. На подъезде у нас случилась поломка, оторвался кардан. И если бы не наличие шампуров в машине, даже не знаю, что бы мы делали. С их помощью удалось закрепить деталь и доехать до поселка. А здесь уже смотрители приюта дали нам проволоку, чтобы закрепить получше. За что им огромное спасибо. На ужин были купаты, шикарный ужин в честь открытия похода. Есть мангал и холодильник, так что меню может быть разнообразным. Достаточно комфортный дом на 10 человек. На 1 этаже столовая, кухня и туалет. На 2 этаже кровати. В доме есть горячая вода. Душа в наличии нет, но есть баня, которую мы на следующий день и опробуем. Так и завершился наш день. Зато не возьмешь эти мелкие карты. Рискованно. Уже кончается партия, смотри. Итак, первый день. Утро нас встретило дождем, и стало ясно, что сегодня легко не будет. Наших ребят ждет первое испытание. И, скорее всего, захватывающих горизонтов мы не увидим. Но, как говорится, надежда умирает последней. Выдвигаемся. До начала маршрута добираемся на машине до дома Лося. Сахатка. Это 8 километров. Мы идем на вершину Большой Уван высотой 1222 метра. Разница высот 790 метров. Наш маршрут составит 13 километров туда и обратно. Тропа хорошо натоптана, нетрудная. Это идеальное место для посещения его с детьми. Мы так и сделали нашим смельчакам 9, 10 и 12 лет. Сейчас тропа усложняется только дождем, грязью и ближе к вершине большими камнями. Наслаждаемся последней в этом году малиной.
Примерно на полпути останавливаемся на перекус, горячий чай, печенье и джем. Как же было неожиданно, когда после брусничного перевала ребята заметили в кустах лося. Конечно же, мы сначала перепугались, но потом заметили у него на шее ошейник и поняли, что он из дома лося Сахатка. Это где мы припарковали машины. Этот дом занимается реабилитацией сахатых, которые пострадали от деятельности браконьеров. И, похоже, перед нами один из его выпускников на свободном выпасе. Ощущение восторга, азарта, чтобы сделать снимок получше, и страха, когда рядом находится такое огромное, сильное животное. Завидев печеньку, лосик с легкостью всех подвинул на своем пути, чтобы дотянуться до угощения. Позже я прочитала, что лосей на летнее время выпускают на свободный выпас, а осенью они сами возвращаются на кордон и даже приводят осиротевших одиноких лосят, чтобы люди их спасли. Сейчас рядом с кордоном в свободном выгуле находятся лосихи Дарена и Василина, лоси Яша и Вася и 3 лосенка. Как ваши ощущения после встречи с лосем? Мальчишки, мы на отметке 1030 метров. Поздравляем вас с пересечением вас двоих. Начинается самое интересное. Впереди Курумник. Скопление каменных остроугольных глыб. Но дети проходят этот этап играючи. Думаю, им нравится перепрыгивать с камня на камень. Только в дождь нужно быть очень осторожными на этих камнях. Они становятся скользкими из-за покрывающего их лишайника. Лучше взять с собой перчатки, хоть самые простые рабочие. Еще одна опасность здесь – это живые камни, то есть неустойчивые, когда ты ставишь ногу, а камень двигается и, не дай бог, переворачивается. Растяжки и переломы на таком участке не редкость. Будьте осторожны. Курумник же является особенностью Уральских гор. Он неразрывно связан с суровым климатом, вечной или сезонной мерзлотой. Он также встречается на Алтае, в Саянах, в Болгарии на горе Витоша и в других местах. Слово «курум» тюркского происхождения и означает каменные россыпи, обломки скал, валуны. Процесс появления на свет происходит так. Выходящие на поверхность горные породы тысячелетиями подвергаются воздействию резких перепадов температур. Из-за этого в монолитах появляются трещины, в которые попадает вода. Она то замерзает, то оттаивает, расширяя эти трещины. И вот в результате такой постоянной работы от горной породы откалываются крупные куски, которые скользят вниз по склону. С какой скоростью обломок будет катиться к подножью, зависит уже от других факторов – крутизны склона, дождей, землетрясений и прочих условий. Со временем таких валунов становится все больше, и они образуют настоящие реки из камней. Когда мы приедем в национальный парк Таганай завтра, то увидим целую каменную реку, самую длинную в мире. Несмотря на свою сомнительную необходимость, Курумы является убежищем мелких животных, таких как бурундуки, мыши, пищухи. Они вольготно живут среди камней, куда не суется хищник.
Ура! Вершина! Большой Уван. Ничего не видно, но мы счастливы. Тепло ли вам? Друзья из Сербии сыну подарили сербский флаг. И, конечно же, мы не могли не поднять этот флаг наших православных братьев с Балкан и передать привет нашим сербским друзьям-туристам с русского сурового Урала. На вершине скромный туристический обед. Колбаса с хлебцами, печенье с джемом и чай. Тут вот может... Будем лося радовать. Как раз на гору возили сюда зимой. Что ты там? Пишу, блин, это... Давай. Пузырь. Они овощные, да. Ощущения? Классно. Дети больше понравилось? На вершине. Ну, нет. Сейчас в конце августа можно насладиться свежей ягодой, брусникой, кисло-сладкой, ароматная мякоть слегка терпкая, с легкой горчинкой. Бруснику называют не иначе, как и ягодой бессмертия. Ее полезные свойства признают официальной медициной и было проведено множество исследований. Оставлю интересный сайт вам под видео. Благодаря активным компонентам брусника оказывает антибактериальное, гипотензивное, противовоспалительное, противоопухолевое действие, и еще с помощью нее можно контролировать уровень глюкозы в крови. Мы возвращаемся. Позади осталась вершина Большой Уван. Похож на подосиновик? Ну, синеет. Когда мы спустились, дождь прекратился и лес преобразился под солнечными лучами. Это местечко называется Кордон у трех вершин. Здесь также можно снять дом или остановиться с палаткой. Туман рассеивается, и где-то там наша вершина. Это точно большой. Это большой, наверное, малый вот чуть левее. Да? Вечером готовим суп с грибами и чечевицей. Скоро в баньку топится.
Баня скромная, но, пожалуй, после дождливого денька это ни с чем не сравнимое удовольствие. Чистые, разомленные и без сомнения счастливые, мы поем песни под гитару. А как без этого? У нас самый правильный поход. Мы с тобой, родная, утро барана, из конца в конец без края ласкают чужие губы, шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. День второй. Собираем вещи. Наша задача комплектовать рюкзак только с самым необходимым на сегодня, завтра и послезавтра. И оставить все тяжелое и ненужное в машине. Дальше будем двигаться в сторону национального парка Таганай. Но сначала нужно приободрить детей. Заезжаем в нашу любимую блинную тещины блины в городе Златоуст. Наверное, тут любой найдет для себя любимые блины. Столько начинок, что можно целый день изучать меню. Я позже пришла к выводу, что проще позвать официантку и сказать все, что вы хотите видеть в вашем блинчике. Думаю, они могут сделать любую начинку. Ребята заказали блинчик «Цезарь», как салат «Цезарь». Айдар заказал с семгой, а я с фаршем, грибами и сыром. Из сладких были блинчики с манго и шоколадом, бананом и шоколадом, с малиной и черникой со сливками. В среднем один блинчик стоит 200 рублей. Буквально 20 минут по городу Златоуст, и мы в центральной усадьбе национального парка. Ребят ждет новое испытание. Пеший переход с рюкзаками до места ночевки. Это 9 километров и небольшой подъем 300 метров. Как видите, огромное количество машин, место любимое россиянами, популярное, поэтому мы выбрали рабочие дни для посещения парка. Регистрируемся. Стоимость входа 250 рублей с человека. Работники очень подробно расспрашивают, какие наши планы, куда идем, где будем останавливаться и так далее. Все это не пустые расспросы, нередки случаи пропажи людей и даже их гибели. Последнее приготовление и в путь. Дальше только пешком. Мы будем идти по верхней тропе. Здесь несколько приютов, места для ночевки необходимо забронировать заранее. Тропа изначально легкая, усложнилась грязевыми преградами. Через 4 километра будет горбатый мост. Через речку Большая Тесьма.
После пересечения Горбатого моста пологая тропа переходит в подъем и усложняется выступами корней и камней. Местами бегут ручьи. Сколько помню, тропы здесь всегда влажные. Наверное, нужно по меньшей мере 2 недели жары, чтобы они высохли. А еще, сколько помню, на этой тропе всегда много грибов. Белых, подберезовиков и подосиновиков. Вы знаете, есть такое правило. Грибов всегда больше там, где их больше собирают. По этой тропе ходит много туристов, и многие собирают. А грибов тут все равно бывает много. Охрененный. Через 6,5 километров выходим на приют «Белый ключ». Решаем подкрепиться и слазить на двуглавую сопку. Тут в лагере прибежал лис, но у меня первая реакция, что подходить нельзя. Я кричу людям, которые хотят его покормить, что он может быть бешеным. Просто так дикие животные не подходят. Оказалось, он прикормленный и частый гость здесь. Так близко я лис никогда не видела. И вы полюбуйтесь. Она может быть бешеная, не надо ее звать. Двуглавая сопка состоит из 2 вершин. Мы поднимаемся на вершину, которая называется Перья. Вторая вершина называется Митькины скалы, она чуть дальше, и заходит на нее с приюта Гремучий ключ. Для ребят снова испытание. Сначала нам нужно преодолеть несколько пролетов лестницы, а затем грунтовый подъем. Подъем не самый легкий. За 1 километр пути нужно подняться на 460 метров до высоты 1034 метра над уровнем моря. Благо есть лестница. Название «Двуглавая сопка» было придумано туристами в 1970-е годы. Раньше этот район назывался Вшивыми горками. А вот и скалы, которые называются Перья. Они очень живописны, особенно в солнечную погоду. Здесь открываются захватывающие виды на окружающие горы. Панорама над Кликной гребень, с которым мы познакомимся ближе завтра. И большую каменную реку. Большая каменная река в национальном парке Таганай на Южном Урале считается самой длинной в мире.
Ее русло протянулось на 6 километров в длину, и от средних значений в 100-200 метров ширины она местами достигает 700 метров в поперечнике. А еще здесь открылся вид на надвигающуюся грозу. Мощь природы во всей красе. Данил, ну что, как тебе? Дождик освежил? Холодно, Освежающий ливень. в кавычках. Нормально все? Пока мы спускались, дождь закончился, а мы до ниточки промокли. Переводим дух, набираем воду из белого ключа и движемся дальше, к нашему приюту «Гремучий ключ». Кстати, вода из белого ключа необычно вкусна. Ее мягкость выше, чем у талого снега. Температура не превышает 3-4 градусов даже в самые жаркие дни. По дороге собираем грибы и любуемся красотами. Есть два пути. Мы пошли не через Курумники, путь 3 километра. Ближе к приюту зарядил дождь. Заселялись мы уже в сумерках. Завтра покажу, как тут все устроено, а сейчас спать. День третий. Сегодня с утра порадовало солнышко, и я даже ненароком подумала, что нас ждет безоблачный ясный день. В приюте вот такие туалеты, все утренние процедуры и мытье посуды в родниковой воде. Самые холодостойкие устроили заплыв в бочку. По желанию можно заказать баню. У нас заказана баня на озере Тургаяк, поэтому мы здесь банный день пропустим. Общая столовая, приготовление пищи на газу, электричества для зарядки телефонов нет, освещение в домиках только вечером. Здесь можно поставить палатку, есть также домики и 4-местные номера. Но мы будем жить в 16-местном номере с подселением, так как все остальное уже было занято, когда мы бронировали. Стоимость местечка в таком номере 600 рублей. Дом стоит 2500 за сутки. Условия суровые, но смотря с чем сравнивать. Наши мужчины взяли палатки и собирались спать в них. Но судя по ночному дождю, их бы просто смыло. И мы были рады, что нашлись местечки под крышей. Да, сюда тоже приходит подкормиться лисенок. Какой он милый. Это так смешно выглядит, как будто... У нас сегодня основной день, и он будет насыщен живописной природой и приключениями. Интересное название нацпарка Таганай. Таган «Ай» в переводе с башкирского означает «подставка луны». Назван он так, потому что ночью можно увидеть луну, сидящую на одной из вершин Таганая, как на подставке. Вкусно? Да. Наш маршрут проходит мимо необыкновенно красивого места, одного из вершин хребта
Это откликной гребень. Состоит из гребенчатых отвесных скал высотой до 100 метров. Причина возникновения названия – эхо, образующееся на восточном склоне гребня от человеческого голоса. Пока что мы проходим мимо, но наше знакомство поближе состоится сегодня, ближе к вечеру. Отсюда гребень напоминает древнего ящера – стегозавра. Круглица в облаках, мы кричим, чтобы она открылась. Плескавица. Между откликным гребнем и круглицей притаилась долина сказок, седловина, на которой встречаются множество останцев, скальных образований, сложенных с сахаровидными кварцитами, напоминающих сказочных персонажей. Говорят, в ясную погоду этот кварцитовый песок переливается и блестит на солнце. До вершины Круглица от приюта всего 5,7 километров. Высота ее вершины 1778 метров над уровнем моря. Свое имя гора получила за округлую форму. Местные жители также называют ее Башкирской шапкой. Сложена она белыми, розовыми и вишневыми кварцитами, имеющими включение авантюрина. В вершинной части каменные осыпи – курумы. Как хорошо, что возвели флаг России. Можно вспомнить друзей и из Сербии и установить их флаг. Теперь флаг Сербии посетил и национальный парк Таганай. Очень переменчивая погода. Облака то затягивают горизонты в молоко, то радуют просветами. И нам удается увидеть все вокруг. Как нечто живое, обладающее своей волей, то внезапно появляется, то исчезает. В общем, это неописуемо красиво и эпично.
Что главное в походе? Ну, конечно же, вкусно и калорийно поесть. А еще съесть то, что ты не позволяешь себе съесть в повседневной жизни. Что-нибудь вредненькое. Открываются виды на Крикной гребень. Отсюда он похож на застывшую морскую волну. Облака развеялись, и можно напоследок окинуть взглядом оставшуюся позади вершину Круглицу. Ребята собрали столько ягод, что вечером удалось сварить на всех черничный компот. Вы также можете видеть, как меняется погода в этих местах. На обратном пути выглянуло солнце, стало ярко и тепло. Мы решили взобраться на Откликной гребень. Длина скалистой части около 800 метров. Западный склон более пологий и покрыт курумами. Восточный крутой, в некоторых частях представляет собой почти вертикальную стену. Обходим скалу в северной части. Откликной гребень известен произошедшей здесь 30 декабря 1947 года трагедией. Разбился транспортный самолет, следовавший из Челябинска в Москву. Из-за резкого потепления опустился туман и пошел снег. Он налетел на стену. Погибло 5 человек. 3 члена экипажа и 2 пассажира. В прошлый раз мы находили его обломки. 4 обнаружили сразу, а 5 удалось обнаружить только весной. Захоронили его тут же. Тропинка читаемая, есть даже знаки человеческие в виде пирамидок. Но в какой-то момент, когда мы пересекли отметку 1000 метров, вышли на отвесную скалу. Смотрели на нее, решили, что Айдар попробует без рюкзака туда залезть, а мы останемся. Преодолев преграду, он посмотрел, что дальше более или менее пройти можно, но с детьми мы туда решили не лезть. Тут громыхнул гром, и резко начался ливень. Вот она, капризная переменчивая погода. Естественно, обратно пошли немного другим, более коротким путем и, преодолевая сложности рельефа, вышли на наш трек. Вот это драйв, вот это экшен. Дух приключения и авантюризма слышался в воздухе. Даже в такой погоде есть свои прелести. Смотри, как красиво. Зато все такие счастливые. Выжили. Тел. Да. Нормально мы, блин, так высоко оказывается, что-то. Вот такой насыщенный выдался день. А мы продолжаем день 4. Утро выдалось туманное, дождливое. Сегодня возвращаемся в центральную усадьбу, назад. Остались потрындеть, далеко ушли. А это вообще белый гриб тоже. Это белый гриб.
Тропа еще больше расквасилась, воды стало больше. Настоящий суровый русский поход. Так, прыгая по камушкам, за 3,5 часа преодолели 9,5 километров. Конечно же, останавливались на перекус. Как без этого? И в конце поздравили и похвалили наших самых маленьких туристов со стойкой выдержкой при преодолении всех трудностей. Все молодцы, никто не жаловался, для всех это было настоящее приключение. А мы едем дальше. Проезжаем Златоуст. Золотой, летящий крылатый конь – это символ города, а также символ уникального искусства гравюры на стали и высокий талант мастеров. Направляемся в потрясающее место – на озеро с чистейшей водой, из-за чего его называют младшим братом Байкала – озеро Тургаяк. Переплетение природной красоты, исторических загадок и удивительных легенд. Вокруг озера расположено множество отелей, баз отдыха, глэмпинги и просто домики. Мы взяли домик на Первой береговой, прямо с видом на озеро. Заселяемся. Накупили в Златоусте колбасок и овощей. Будем пировать. Но самое главное сегодня это спа-процедуры. Погреемся после сырого похода в бане с панорамным окном и занырнем в озеро. А что, не холодно, что ли? Вы что такие смелые? Хорошо? И, конечно же, музыкальное завершение дня. Алешкин, ты вздыхаешь зря, Алешкин, все твои мечты. И те мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода в небо только б не мучиться. Тучкой маленькой я вернусь и на твоих крохотным домиках разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. День 5. Сегодня нас ждет водная прогулка по озеру Тургаяк. День обещает быть прелестным, солнечным. Делаем зарядку и завтракаем красной чечевицей. Возьмем яхту на прокат. Для этого идем в сторону базы отдыха «Форелька». Забронировать ее лучше заранее. Напомню, полезная информация будет под видео. Наш капитан поднимает алые паруса в путь.
Озеро тектонического происхождения проточное. В него впадают 6 рек, 5 ручьев и многочисленные родники на южном берегу озера. В восточной части из Тургаяка вытекает река Исток. Средняя глубина озера 19,1 метр, максимальная 36,5 метров. Вода озера имеет высокую прозрачность, она чистейшая, по качеству близкая к Байкальской. В последнее время посещаемость озера растет, что влечет за собой ухудшение его состояния. Только ваше бережное отношение к природе поможет ее сохранить. Помните об этом при посещении этого природного памятника. На озере несколько островов, от 10 до 12, в зависимости от уровня воды на озере. В прошлый раз мы посещали остров Веры. Он оставил неизгладимые впечатления. В этом месте найдены следы пребывания доисторических людей, мегалиты, древние погребальные и культовые сооружения. Мегалиты острова Веры сооружены предположительно около 6000 лет назад, в 4 тысячелетии до нашей эры. Первый мегалит очень большой. Общая длина сооружения 18 метров, ширина 8 метров, несколько камер, да еще соединенные коридорами. Высота центральной камеры достигает 2 метров, сложена огромными камнями. Есть один, самый огромный, 2-метровый, весом 15 тонн. Перекрытие мегалита представляет собой сложную многослойную конструкцию, создающую динамическое равновесие плит. Масштаб впечатляет. Как люди в древности могли создавать такие сооружения, остается загадкой. Помимо 3 мегалитов есть культовое сооружение, камерная гробница, каменоломня. Название остров получил согласно легенде в честь некогда жившей здесь монахини Веры. Но в русском языке Вера – это не только имя, но и религиозное убеждение. Здесь жила целая община старообрядцев после раскола русской церкви в 17 веке. Было построено несколько землянок, были обнаружены останки каменной часовни с фрагментами деревянной кровли, кладбище, алтарь. Ученый финляндский сделал первые зарисовки сооружений еще в 1909 году, когда они использовались рыбаками. Старообрядцы стали использовать древние мегалиты повторно и даже немного подстраивать их под свои нужды. Удивительный остров. Некоторые люди чувствуют здесь положительные вибрации. В общем, обязательно посетите остров Веры. Думаю, он оставит неизгладимое впечатление. А мы в этот раз посмотрим на остров Чайки. Маленький островок, кем и когда поставлен крест, неизвестно, но смотрится он здесь органично. Вот и закончилось наше большое путешествие на Южный Урал. Я надеюсь, вам с нами было интересно. Буду рада комментариям. Спасибо за просмотр и до встречи в горах. Чао!